So you live here? Sleep? Really? Every day? Yeah. Oh wow. Do you have like a home? This home? Yeah. Wow. Ребяшки, hello, как говорится. Вообще-то это не вагон, это квартира человека. Приветствуем вас в Африке, страна Эфиопия. Сегодня у нас обзор, о котором давно многие просили, который, честно говоря, мы сами давно хотели записать. Это обзор африканского поезда. В Африке, честно говоря, есть разные поезда. Вот такие. Есть также вот такие современные поезда. Но мы нашли такой среднестатистический африканский поезд, который, тем не менее, запущен здесь китайцами, но все-таки это Африка. Африканский поезд, обзор. Поехали! История нашего знакомства с африканским поездом началась где-то месяц назад. Мы, естественно, заранее, как обычно, позвонили нашему знакомому в Эфиопии, Надиру, попросили его съездить на вокзал, купить билеты в купе. Он приезжает на вокзал, и ему там говорят, купе — это VIP-вагон. Если будут пассажиры, его откроют, и билеты можно купить только накануне отправления. Мы дождались момента, когда мы сами приехали в Эфиопию, в Аддис-Абебу, поехали с Надиром в кассы, которые находятся в городе. Приезжаем туда. Люди, которые там сидели рядом в окошке, продают билетики на автобусы и на метро, они говорят, что те люди, которые продают билеты на поезд, они ушли в 2 часа дня. Я сюда, получается, сегодня 4-й раз. Так. Я 3 раза покупал билеты не отсюда. Я приехал, их никогда не было. Даже я думаю, что история того, что они ушли в 2 часа, Да. если мы пришли бы в 2, они нам не сказали, они ушли в час. Куда ушли? Почему? Непонятно. Езжайте на вокзал. Вокзал находится в часе езды от города. Окей, поехали через весь город на вокзал. Приезжаем туда, там было тоже интересно. Он говорит, что завтра. Я говорю, ты что? В прошлый раз я отправил человека, вы сказали... Билеты только завтра в купе? Сейчас обещают посмотреть. Посмотреть. Реально проблема купить билет. Огромная проблема. Ну, купе. Ну, в купе, да. А? В итоге? Взять документ есть? Арат. Оказывается, нельзя покупать. Я сейчас и себе куплю. А, поехали с нами. Завтра мне на работу. Ну, 3 места купим. Он говорит, давай сразу 4 документа. Ага. А что, никак не купить, да? Нет. Да? Ура! Первое место 6 upper, 7 lower и 2 upper. Блин, а может попросить в одно купе? Андрей Магатин? Не помню. Можете потом вместе собраться. На месте поменяться? Тогда я видел. В разные еще купе нам билеты пробил. Но оказывается, что он говорит, что это все одинаково. В смысле одинаково, если разные места? Ладно, хрен. Завтра посмотрим. Thank you. Thank you. Дальше. Тихо, чуть на кактус не сел. Фух, трудная система, трудная. Ребятушки, то ли дело сервис покупки билетов Aviasales. Красивое приложение, удобный сайт. Зашли, выбрали, сравнили, купили билет, вперед в путешествие. Но мы говорим про африканский поезд. Ребятушки, 6:20 утра. Едем на вокзал. Ребятушки, вы на месте? Сегодня здесь поактивнее, чем вчера. How much? 410. Thank you. Have a good day. Так, ребятушки, позади нас ЖД-станция. Одна из самых новых ЖД-станций в Африке. Ее построили китайцы. Называется она Фури-Лебу. Furi-Lebu Station, the railway's western terminal, is named after the nearby Mount Lebu. А позади этой станции одна из самых новых ЖД-линий в Африке. Аддис-Абеба, Джибути. Джибути — это, кстати, уже другое государство. Протяженность линии 759 километров, и ее тоже полностью построили китайцы. Тут очень много нюансов. Во-первых, он ходит раз в 2 дня, вот первый нюанс. Второй нюанс, что поезд дневной, то есть как-то не поспишь в нем, не протестишь, как мы привыкли. А третий, самый главный нюанс заключается в том, что если вы хотите прокатиться по всей вот этой новой линии до Джибути, вам нужно доехать до Дири-Дауа, и потом у вас остановка на ночь. Следующий этап тоже только днем, то есть ночью этот поезд не ходит. И что делать ночью вот в этом городе Дири-Дауа, если вам туда не нужно, а нужно в Джибути, не уточняется. Взять и просто доехать по всей новой линии 759 километров от Аддис-Абебы до Джибути нельзя. Пойдем уже, кстати, что-то мы тут опять стоим. Сейчас по ходу дела все расскажем. Ребятушки, мы на вокзале. Как-то тут все очень строго, куча охраны. Сделано все очень цивилизованно. Мы думали, что будет хуже. Все как-то сделано по нормативам, по китайским. То есть китайцы их тут обучали. Ну, что ты сумку-то снимаешь, ничего же не видно. Вот там досмотр за нами.
В джинсах и в желтых кроссовках охранник. Китайцы уехали, у меня уже можно немножко расслабиться. Do you have water? Small. How much? 30? Change? Окей. Тут что-то только печеньки и кола, и спрайт. No, only water. Окей. No. Популярный ларек. Смотри, какие деньги. Посмотри, вообще у нас бы нигде такое не приняли. Очень все строго. Всех провожают, садитесь, и вот надо сидеть в этой зоне. Станция эта, вся ЖД-линия, станция открыта в 2016 году. До 2010 года тут действовала колониальная железная дорога, которая выглядела вот так. И до сих пор выглядит вот так, потому что она до сих пор существует, правда не используется. Всего 13 лет назад дела тут обстояли вот так. Сейчас пару минут и пойдем. Есть у нас 55 секунд? У нас еще есть 55 секунд как раз. Быстренько, ребятки, сейчас посмотрим и пойдем. Ребятки, уже февраль, мы уже в Эфиопию съездили и конкурс в Телеграме устроили, а все как-то вот, как будто что-то не сделали. Точно, мы еще ни разу не покупали со скидками на маркетплейсе Озон, а там, кстати, стартовала «Радуй распродажа». Одежда, техника, посуда, подарки – все это с вау-выгодой. Скидки до 80%. Озон быстро доставляет пункты выдачи заказов или прямо до двери. А при заказе одежды и обуви в ПВЗ заказ можно оплатить после примерки с 7 по 20 февраля. Вот QR-код, а также ссылочка в описании. Продолжаем. Ребятки, ровно 55 секунд. Спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Hello? Окей, thank you. Кусочек оторвали, прикольно. Смотрите, как обозначены наши инициалы на билетике. Просто ручкой написали. Все вот так вот привычно поворачивали билет, видели фамилию, сверялись с паспортом и после этого пропускали нас. Смотри. Раз, два. Смотри туда. Ребятки, важная информация. Сегодня мы поедем не до конечной станции Дыре-Дауа, от которой на следующий день можно доехать до Джибути и доехать, собственно, до моря, потому что у Эфиопии нет выхода в море, а всю эту историю строили, чтобы был выход к морю в том числе. Мы бы, конечно, с удовольствием поехали до конечной станции, но поезд дневной. Как-то днем ни то ни сё. Вот ночью потестить, поспать, это, конечно, круто, но поезд ходит только днем. Видимо, в том числе из-за вопроса безопасности, потому что даже днем в него бросают камнями. Что происходит ночью, я не представляю. Чувак, он весь побит, весь камнями разбит. Посмотри, как можно в этом поезде ночью как-то спать, ехать, когда булыжники летят в стекло. Пойдем на локомотив посмотрим. О, открыто. Can we look in? Вот это только в Африке. Beautiful. Why all the windows are broken? Local people? They just throw stones? A small camera, not professional. Очень даже все прилично. Интересно, чей это вагон-то? На китайском все. This one? Yeah. Yes. Nice. Очень даже пристойно. Надо только отсесть подальше от стекла. Нас предупреждали. И еще раз, извините, что весь обзор записан на GoPro, но вот только что был конкретно пример. Они сразу, ага, камера. Мы им сказали, что камера не профессиональная, и посмотрели, какая-то мелкая GoPro. Приходите. А с большой камерой было бы, наверное, проблемно. Сейчас, ребятки, ждем отправления и поедем. How long do you work in this train? 4 years. And this train, where is it made? Is it Chinese? Chains. The whole train? Yeah. Oh, nice. Тут надо окна пуленепробиваемые ставить. Пока ничего не происходит. Сидим одни в купе. Хороший звук. Ребятки, вот что значит китайцы. Все под китайским контролем. В поезде китаец, в этом вагоне. Рядом с машинистом китаец, на станции тоже китаец. 7 лет уже всей этой инфраструктуре до сих пор китайцы стоят над эфиопами, и чтобы все было четко. Так, ребятки, пришло время рассказать вам о нашем купе. Купе самое, что ни на есть купе. Новенькое, чистенькое, китайское, аккуратное. Тем не менее, сеточки уже не хватает. Тут была сеточка, сеточки нет. Вещей у нас с собой немного. Мы с собой вообще вещи никакие не брали. На всякий случай. Вот у нас единственная вот эта вот сумочка. Сидеть, ну, довольно удобно. Поезд дневной, имейте в виду, если вы поедете, придется вот так вот 12 часов сидеть. Полка
О, нифига, полка фиксирована, не поднимается. Ну, места много. И более того, стойки сделаны, видите, слева и справа. Очень удобно засунуть сюда чемоданы. И здесь его открываете. Хотя вот открывать, видишь, узкий проход, обрати внимание. Полка шире как будто, чем наша стандартная. То есть у нас полка, она вот до сюда идет. А здесь она выходит вот сюда и сюда еще идет. За счет этого проход уже, тут с чемоданом не очень удобно возиться, но сама полка... Ну, с ребенком тут, конечно, наверное, не очень удобно. Ну, хотя, блин, наверное, даже с ребенком можно. Да, РЖД, ребяшки, смотрите. Кирилл, тебе не дает покоя, да? Так, сюда, Кирилл, значит, ты все время отвлекаешься, я понимаю, что там интереснее. Короче говоря, ребяшки, даже вот, РЖД, смотрите, даже в обычном купе и плацкарте можно сделать полку почти на двоих. Длина идеальная, помещается в полный рост. Сидеть всю дорогу вполне. Поезд едет очень медленно. В Китае бы мы уже километров 300, наверное, в час ехали. 288. 3 секунды спустя зря я хвалил китайский поезд. У меня сломалась седуха. Ручка есть здесь. Непонятно, зачем она, что с ней делать вообще. Тут... Это ручка, чувак. Это явно не вешалка для полотенца. Тут целая какая-то труба торчит из стены. Вот для полотенца крючок, смотри. Звук. Ничего не работает. Свет. Ничего не работает. А мало ли, я хочу больше света. Ну смотри, как интерфейс идеально сделан. Толщина ручки. Самая вот лучшая в мире толщина ручки. Нигде мы такой не видели. Идеально хватает. Как руль в Гелендвагене. И вот сюда. Вот. И залезли на полку. А, кстати, верхняя полка уже, чтобы башкой, видимо, не стукаться. Ну, длина та же. Есть у нас полочка, такая, которая здесь китайцы, видимо, ее не проверяли, потому что есть нюансы. Сюда помещается чемодан, причем есть вот такой закуточек, если вы как бы чемодан сюда засунули, задвинули туда, и он не вывалится, если поезд шатается туда-сюда. Также у нас в купе есть столик, он не поднимается, розеточка, африканская и европейская. Одна на все купе. Здесь еще одна лампочка. Какая красота! Смотри, чувак, смотри, как за окном красиво. Смотри, сколько хороших камней, чтобы бросать их в окна. Открывашка есть? Серьезно? Точно. Ну, это все купе. Комфортное купе. И ночью бы мы здесь с удовольствием... Я бы с удовольствием поспал на этой полке ночью. Но, к сожалению, поезд дневной. Блин, как красиво! Смотри, там внизу олень стоит. Да. Вон, видел? Да. Красотища. Вот это ехать и ехать. Нафиг мы поехали до мелкой станции. Надо было ехать до финальной. Смотрите, какие поля, холмы, камни, животные какие-то пасутся. Африканские дети идут в школу по полю. А нет, сегодня суббота. Какая школа? На Футбик, да. Давай прогуляемся по вагону. Откидные сидушечки, как в китайском плацкарте. Туалет. Закрыт. The toilet is closed. I will open if you want. You open only by request? Really? I like your backpack. iPhone. Meet Michael. Yeah. So every time I want to go to toilet, I need to go to you. No? Thank you. Туалет китайский. What camera? Китайская классика. Вот такой. Гигиенический душ есть. Это что такое? Soap. No soap. Soap there. Oh, wow, yeah. Вот же. Даже вода есть. Ну, красота. Я что-то сразу пол-литра мыла, помыл руки. And towel? No towel. Good, thank you. You can see other two. Other toilet, all right. Блин, как... Show you. Big cube. There is other bus is coming now, not possible. Окей. Wow, yes, European toilet. Вот и классический европейский туалет. Попахивает, правда, но... Окей. Huh? Enough for today. Okay, thank you. Do you have a restaurant, a bar in cafe? You can go. Прогуляемся по поезду. Чуть поправлю. Пепельница есть. Поезд-то китайский. А люди-то где? Итак, ребятки, у нас есть сидячий вагон. Хорошо, что стеклопакет двойной. Сидеть 10,5 часов до Дыри-Дауа, а потом до Джибути не очень. Спинки никак не отклоняются, вообще ничего не регулируется. Почему людей в поезде нет? Хороший вопрос. Здесь, в Эфиопии, именно что в Эфиопии очень развито авиасообщение. Тут почти в каждую деревню летает Ethiopian Airlines. Причем у них новые самолеты, относительно 2-4 года. Поэтому многие на самом деле пользуются самолетами, у кого нет много вещей. А у кого багаж, баулы, вот некоторые товарищи любят такое возить, они вот едут в поезде. Полочки сверху, розеток тут нету. Смотри, сколько мусора. Покажи.
Ребятки, начинается настоящая Африка. Раковина вот здесь вот. Странное решение. Ну, знаете, вы едете вот здесь, кушаете как-то, ну, и тут раковина. Люди стоят, умываются, сморкаются. Никакой перегородки, никакой двери. Это китайский вагон. Вот тут кто-то прицельно попал. Все, уже отремонтировали деревяшкой. Здесь тоже, видимо, хорошо стреляли. Офигеть. Ты видел? Девушка с Калашниковым сидела, с калашом на коленях. Я видел, но... А ты видел? Ты не снял? Ну, как бы да, я быстрее когда увидел. О, наш любимый плацкарт. Знаешь, я проникся китайским плацкартом. Трехполочным. Что там? Присидел на самом третьей полке. Веселая бабушка. Но что-то в этом есть. Как-то, мне кажется, можно к нему привыкнуть. О, кафе! Давай пока, что-то очередь. Я думаю, что тут офигенный чаек. Там такой чай разливают. Ты на кухне. Это я передумал тот чай пить. И внезапно снова пустой вагон. Закрыто. Thank you! Ребячки африканские, эфиопские открыли нам вагон. Что это такое? Железнодорожные розетки и пути, да, последний вагон. По поводу скорости движения, мы уже едем около часа. Скорость поезда 41 километр в час. 450 километров, 4 часа на машине при хорошем раскладе он проходит этот поезд за 10,5 часов. Эти пути, вот эти вот рельсы, они создавались прежде всего для грузовых поездов, потому что у Эфиопии нет прямого выхода к морю, а у Джибути есть. Но Эфиопия вроде как пока что дружит с Джибути, тут в Африке часто разные ситуации происходят. 90% экспорта Эфиопии проходит через морской порт Джибути, который, кстати, тоже построили китайцы, по вот этим вот китайским путям на этих вот китайских поездах. Но, как видите, поезд полупустой. И купе вообще. Одни мы едем. А, кстати, к нам зашел дядька из соседнего купе и говорит, у меня тут 2 детей, у них нет билетов. Вообще, как это так получилось, интересно? Как их вообще пустили в поезд? Можете подарить нам билет? У нас было 3 билета, мы хотели все купе выкупить, не получилось. Но мы 3-й билет подарили. Помогли, ребятки, африканским детям. You speak English? Yeah, Really? yeah. Where do you go? Direct hour. Why not by airplane? It's expensive. Yes, yes, yes. But you go like 10 hours in the train, 10 hours. What do you do 10 hours? What do you do? Like eat or what? Eating, working. What we don't take airplane. Why? Why you? We travel. We want to see because it's beautiful. You can see through the window. To visit this one. Yeah. Train. Yeah. To see the train, to see what's outside. What's your Kim. Kim. Yeah. Where are you from? From Moscow, Russia. Itom. From Russia. Russia? Yeah. Why do they break windows, kids? The people. Throw stones? Another people there is someone there. Just throw stones. All right, thank you so much. Have a good day. Ты видел, где автомат лежал? Он ребенку дал поиграть автоматом. Ребенок сразу. Все, никого нет опять. Пустой вагон. Do you speak English? Why do you need a machine gun? For what? What? For what? For what? For security? Yes. Machine gun? Thank you. Чувак, это просто музыка для глаз, смотри. Знаешь, что на YouTube есть целый канал вот про такие штуки. Виды за окном просто фантастика. Так красиво. То холмы, то пальмы, то животные какие-то бегают. В поезде всего один купейный вагон. В соседнем купе едут люди, которым мы подарили билет. Can I ask a question? Where do you go? In Diridawa? We are traveling to Ledo, yeah. Why not by airplane? Airplane is expensive. Expensive? Expensive, yeah. So, do you like the train Yeah. Especially if you do have with kids? Yeah. Yes? Окей. Thank you. Фух, едем. Сколько еще, час ехать? Можно покайфовать, посмотреть в окошко. Африка, конечно. Это Африка.
Ребятки, тихо, тихо. Опоздание всего 10 минут. И сюда еще. Покажи, пожалуйста. Полка. Класс. Почти 90 сантиметров. Почти СВ. Have a nice ride. Thank you. Ребятки, конечно, вот это вот, конечно, что-то с чем-то. Естественно, важная информация о ценах. И тут есть такой интересный момент, что иностранцам билет почти в 2 раза дороже. Самое дорогое место в самом дорогом, так сказать, вагоне нам обошлось, на самом деле обычное купе, нам обошлось в 800 с чем-то быров. Но локалы, то есть местное население, могут купить такой же билет за 400 с чем-то. Сколько стоит обычный плацкарт и сколько стоит вот hard seat, вот это вот обычные места. Я, честно говоря, даже не представляю, но мне кажется, в пересчете на рубли, это рублей там 100 с чем-то. Да, это африканский поезд, но далеко не везде такие поезда, где есть железные дороги. Поэтому, если у вас есть опыт путешествия по разным другим африканским железным дорогам, напишите, пожалуйста, в комментариях, с удовольствием почитаем и, может быть, поснимаем еще что-нибудь интересное, если вдруг появится такая возможность. Ждем ваш комментарий. Африканский поезд. Увидимся. Пока.